Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот у меня следочки. Сегодня будут вот такая вот модель. Связана на 5 спицах. Будем вязать 5 спицами. Такой вот интересный узор. И внутри вот узора обвитие петель у меня идет. Вязать можно любыми цветами. Значит, на размер они у меня по ширине не проходят 37, 38, 39. Длину будем регулировать меньше, больше. У меня на 38 ориентировочная длина проходит. Буду замерять в сантиметрах, когда сейчас буду отвязывать. Значит, вязать я буду 5 спиц, у меня номер 2,5. Пряжа у меня турецкий акрил. Это тапочная пряжа в 100 граммах 240 метров. 3 цвета я взяла: бежевый, красный, синий. Как я уже сказала, любыми цветами можно вязать. Вот в белом вот так вот смотрится, да. Ну, для начинающих может быть сложноватый будет узор, но в принципе не очень сложно, поэтому интересно даже его вот вязать. Значит, сейчас я пройдусь по схеме, немножечко расскажу, как я это вязала, как я буду, то есть, вязать. Провяжу ряд за рядом до повтора. Начнем вязание с мыска, провяжем до разъема. Далее я провязала все платочной вязкой до пятки, закрыла пятку и сделала обвязку. Вот такие вот быстро вяжутся. Перехожу к вязанию. Сняла с манекена. Сейчас сразу вам в готовом виде хочу замерить в длину, сколько они у меня. До начала, вот до пятки 22, чуть больше. Пускаем еще пару сантиметров на растяжку. И ширина 10 сантиметров. Ну, опять же, сейчас я мыс отвяжу, его замерю. Тринадцать, не мелкие. Значит, вязание начинаю с мыска. Отвяжем сейчас мысок, расширим его, будет 29 петель, потом перейду к узору. Значит, в этот раз я немножечко по-другому буду вязать, не методом Джуди, более простым методом. 5 петель сейчас наберу на спицы и буду делать прибавки в каждом ряду, чтобы узора больше вместилось, поэтому я так вот сделала. Угу. Теперь на 2 спицы сейчас набираю 5 петель. Так, нитка большая. Обычным способом, как вы набираете: 1, 2, 3, 4, 5. Набрала. Теперь, не вытаскивая спицу, мне нужно провязать. Сначала провязываем сейчас вот 5 петель эти. Немножечко вот этот шов перевели назад. Не растягивая. Провязываем. Провязали. Я вяжу, как говорят, бабушкиным методом. Если вы вяжете классическим или как-то по-другому набрасываете, провязываете петли, вяжите так, как вы привыкли. Значит, теперь вторые 5 петель опять точно так же провязываем. Так, здесь первую вот так вот надо ее провязать. Теперь здесь я петлю. Ай, вот смотрите, слетела, ну. Ох, аккуратненько придел. Так, провязываем.
Провязала до конца все эти 5 петель. Теперь далее буду делать прибавки в каждом ряду. В начале и в конце ряда. Сразу после первой петли. Обычно после второй делаю, в этот раз после первой. Первую петлю провязываем. Сейчас 1-2 ряда провяжу, потом перейду на 4 спицы, потому что петель мало, чтобы они не слетели. Первую провязала, одну прибавила. Вяжем до конца ряда. В конце ряда, не довязывая одной петли, сделаю одну прибавку. Прибавили, последнюю провязали, все вяжем лицевыми. Теперь перешли на вторую спицу, все то же самое проделываем. Первую провязала, одну прибавила, довязываем до конца. Опять одну прибавили, последнюю провязали. Теперь далее перехожу теперь на оставшиеся спицы, подсоединяю. Здесь нечетное количество петель, поэтому на каждой спице будет разное количество. Первую провязала, одну петлю прибавила, предыдущий накид был, провязываем. Так, теперь вторую спицу разъединяем вязание, переносим на 4 спицы. Так, что это тут у меня? Провязали, перенесли. Теперь вторую спицу разъединяем. Все, сейчас разъединим на 4 спицы и далее будем вязать. Каждый ряд делать прибавки. Как я уже сказала, 25 петель будет у меня на 2 спицах, и я через ряд провяжу. Расширим до 29. У меня будет 29 петель на каждой спице, всего будет 58. Один ряд я провяжу основным цветом и далее перейду к узору. Ну, там я к вам вернусь. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем, расширяем мыс. Перешли на 4 спицы. Прибавка. И последнюю провязали. Все. Вот, 2 спицы. 2. Начало ряда, вот хвостик у нас, это начало ряда. Ориентир такой. Все, продолжаем вязать. Первую провязали, далее прибавка и до конца ряда. В конце ряда опять делаем прибавку. Расширим мыс, встретимся. Закончила я расширять мыс. Всего у меня на 4 спицах 58 петель. Передняя часть 29 и задняя 29. Теперь один ряд я провяжу основным цветом, все лицевыми петлями. Далее перейду к узору. Так, это у меня синим был последний ряд с накидами. Теперь все провязали. Тут накид провязала. Все, закончили. Так, что у меня получилось? Вот он носок. Так, далее теперь, значит, для обвития петель сразу вот 2 нитки красных, 2 синих
Можно такие метра по два нарезать нитки, чтобы клубки не путались, я их просто потом нитку легче вытащить. Теперь, как я буду вязать этот узор? Значит, у меня здесь такая вот рабочая схема. Схему потом я выставляю на канале в сообществе. Там есть фотографии и схемы. Теперь, смотрите, так, как бы так это все расположить, немножечко рассказать перед тем, как вязать. Значит, вот это вот один узор. Вот тут 12 петель. Вот полностью. 1, 2. Синий, красный, да? Потом второй раз у меня будет повтор с самого начала. Значит, 12 петель. Два раза я провяжу узор. Всего 29 петель. 12 и 12, 24. После узора у меня идет вот здесь изнаночная петля. И между изнаночными на 3 лицевых петлях, очень простой, у меня будет такой вот ажур. Также я его сейчас провяжу. Здесь можно и просто лицевые петли вязать, и косичку делать, это что вам захочется. Я вот такой вот узорчик подобрала, чтобы он вместился в это количество петель. Теперь, значит, что я здесь вам разрисовала? Смотрите, вот это вот желтым цветом, вот эти по 2 петли, это у нас смещение влево идут 2 петли лицевые, а здесь вправо. Смещаются по методу, вот как мы косу вяжем, одну петлю берем на спицу перед работой, вторую провязываем, и наоборот за работой, и вторую провязываем. Вот так вот они меняются местами. Сейчас это я провяжу, это все в середине. Вот это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас лицевые петли, основной цвет. Лицевые петли. Далее синий, красный, синий. Это у меня обвитие петель в середине. И опять вправо, влево, вправо, влево. Когда я сейчас провяжу, вам будет более понятно, что я здесь вот нарисовала. Вот, значит, первый ряд начинаю сейчас вязать вот с первого ряда узор. Довяжу до последнего. И потом у меня опять будет повтор с первого ряда. Начинаем вязать узор, первый ряд узора. Значит, петли сейчас будем менять местами. Можно взять маленькую спицу, менять. Можно просто петлю сбрасывать, переставлять. Но я вяжу плотно, она у меня убегает, поэтому я вот вообще палочкой буду переставлять. Первый ряд узора, первая петля у нас лицевая. Провязываем, вяжем по схеме все. Первая лицевая. Теперь далее 2 петли с наклоном, куда это мы наклоняем, влево, с наклоном влево. Одну петлю снимаю перед работой, оставляю ее. Вторую провязываю и потом провязываю вот эту вот петлю. Далее 6 петель лицевых. Провязали 6 петель лицевых. Теперь 2 петли с наклоном вправо. Одну петлю мы оставляем первую за работой, вторую петлю мы провязываем, а потом вот эту вот петлю провязываем. Следующую, вторую провязала, вправо ее наклонили. Теперь петлю, которая у нас была за работой, провязали лицевой. Так, далее одна петля лицевая. Все. 2, 4, 6,
8, 10, 12. 12 петель узора мы провязали. Далее средняя часть на 5 петлях. Значит, одну изнаночную провяжу. Далее 3 петли лицевых сейчас будет первый ряд. 1, 2, 3. И одна изнаночная. Это середина, 5 петель. Теперь опять повтор. Так же, как мы вязали в начале, вяжем второй ряд узор. Одна лицевая. Так, что у меня здесь? Одна лицевая провязали. 2 петли с наклоном влево. Одну петлю я оставляю перед работой. Вторую петлю я провязываю. И потом вот эту вот петлю провязываю. Провязали. Далее 6 петель лицевыми провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 петли с наклоном вправо провязываем. Первую петлю мы оставляем за работой. Снимаем ее, провязываем вторую петлю. И потом эту снятую петлю провязываем. И одна лицевая. Первый ряд узора мы закончили. Лицевая сторона. Теперь задняя сторона. Все провязываем лицевыми петлями. Задняя часть полностью будет лицевая гладь без изменений. Я показывать ее на видео не буду, потому что здесь все лицевые петли. Буду провязывать только ряд за рядом переднюю часть. Так, значит, заднюю половину вяжем все до конца лицевыми петлями. Заканчиваем первый ряд. Довязываем до конца. Пришли в начало ряда, второй ряд узора. Подвязываем сразу красный цвет. Приготовим 2 нитки красных и 2 нитки синим. Первая петля лицевая. Провязываем. Далее следующую петлю обвиваем красным цветом. Нить завела вперед. Тут вначале неудобно. Вот набросила петлю, обвили. Обвитую петлю провязываю лицевой. И затянули, подтянули. Нить завели за работу. Далее 2 петли с наклоном влево. Первую петлю сняла, оставила перед работой. Следующую петлю провязываю лицевой. И провязываю лицевую первую петлю. Поменяли их местами, то есть с наклоном влево поменяли все. Подтянули. Далее 4 петли основным цветом лицевыми провязываем. 1, 2, 3, 4. 2 петли с наклоном вправо. Первую петлю за работой сняли, оставили. Следующую провязали лицевой. И потом вот эту вот петлю опять провязываем лицевой, вторую. То есть она у нас была первая. Теперь 1 петля синим цветом обвиваем. Набросили, обвили ее 1 раз, провязали лицевой, подтянули. Синий цвет заводим за работу, оставляем. И 1 лицевая.
Все, узор закончен. Далее 1 изнаночная. Теперь у нас посередине 3 петли лицевых. Будем вязать узором. Значит, накид от себя. Далее этих 3 петли лицевых провязываем вместе и делаем накид. Сделали накид, 3 вместе провязала, опять накид, все. И через 3 ряда буду повторять. 3 ряда провязываем лицевыми, через 3 ряда опять накид, 3 вместе, накид. Далее 1 изнаночная, провязали, все. Теперь повтор, опять 12 петель у нас, повторяем узор, как мы вязали в самом начале, точно так же повторяю. Сейчас я еще провяжу, потом повтор уже будем вязать самостоятельно. Значит, первая у нас опять лицевая идет, следующая петля красный цвет подвязываем, подвязали красный цвет, нить завели вперед, 1 петлю обвиваем красным, обвили и провязали лицевой петлей. Далее нить за работу завели. Следующее, основной цвет, 2 петли провязываем, меняем местами. Первую петлю оставляю перед работой, вторую провязала и провязываю оставленную петлю. Все, влево наклон сделали. Далее, что у нас по схеме идет, 4 петли лицевых провязываем, 1, 2, 3, 4. Теперь 2 петли с наклоном вправо. Первую петлю за работой оставляем, меняем местами. Следующую петлю провязываем лицевой и вот эту петлю опять провязываем. Далее опять подвязываем сейчас синий цвет, 1 петлю обвиваем синим. Подвязали синий цвет, обвили петлю, провязали ее лицевой. Подтянули. Нить за работу завели. И лицевая петля последняя. Второй ряд узора закончен. Далее задняя часть мы провязываем без изменений, все лицевыми петлями. Провязываем задние 29 петель, идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, 3-й ряд узора. Продолжаем, вяжем. Первая петля у нас лицевая, провязали. Далее теперь у нас 2 петли мы обвиваем красным цветом. Сначала одну обвили, провязали, подтянули, далее вторую обвиваем, провязали, нить завели за работу. Опять берем основной цвет. Далее 2 петли у нас опять идет с наклоном влево. Первую снимаем, меняем, то есть местами. Первую оставили перед работой. Вторую петлю мы провязываем. Далее провязываем первую. Две петли лицевых средних, провязали 2 лицевыми. Далее опять 2 петли меняем местами. Первую оставляем за работой, с наклоном вправо мы теперь вяжем. Вторую провязали лицевой. Далее
Вторую петлю провязываем лицевой. Провязали все. Теперь, что у нас дальше идет? 2 петли обвиваем синим цветом. Симметрично, что вязали в начале, теперь то же самое. Теперь синим обвили одну петлю сначала, провязали лицевой петлей, провязали, подтянули. Теперь вторую петлю обвиваем. Подтянули. Одна лицевая. Все, узор закончен. Опять у нас в итоге 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. Теперь средняя часть 5 петель. Провязываем по узору. 1 изнаночная, средние 3 петли лицевые провязываем. 1, 2, 3. Накиды также лицевыми и 1 изнаночная. А через 3 ряда будем провязывать их вместе. Теперь перешли на вторую часть. Вяжем точно так же, как вязали в начале. Повтор. Вот вначале мы 12 петель узора провязали. Повторяем все то же самое. Первая у нас лицевая. Далее 2 петли обвиваем красным цветом. Провязываем. Две петли красным провязали. Далее идет 2 петли с наклоном влево. Сняла первую, вторую провязала лицевой. Далее провязываю первую петлю. Поменяли их местами. Средние 2 петли лицевые провязали. Повтор идет. Теперь опять 2 петли с наклоном вправо. Первую сняли за работой, оставили, вторую петлю провязали. И теперь петлю, которая за работой провязали. Провязали. Далее в конце у нас, теперь у нас 2 обвития, 2 петли обвиваем синим цветом. 1 и 2. Провязали первую петлю, подтянули. И вторую петлю обвили и провязали. Нить завели за работу. Опять основной цвет. Последняя у нас 1 петля осталась. Мы ее провязываем лицевой. Это у нас был 3-й ряд узора. Изнаночная сторона. Провязываем все петли лицевыми. Пришли в начало ряда. 4-й ряд узора. Вяжем. Первая петля у нас лицевая. Основной цвет. Провязали. Далее 3 петли. Обвитие петель делаем красным цветом. Обвиваем 3 петли. 1. Одну петлю обвили. Провязали. Подтянула вторую петлю. Обвили, провязали. И 3-ю петлю. Обвили, провязали. Далее 2 петли с наклоном влево. Первую петлю оставляем перед работой, сняли. Следующую провязали. И провязали первую петлю. Теперь 2 петли с наклоном вправо. Первую петлю оставляем за работой. Вторую провязываем. И оставленную петлю провязываем также лицевой.
Далее 3 петли, синий цвет, обвиваем 3 петли. Обвели одну петлю, провязали 1, 2, 3. Нить завели за работу и 1 петля лицевая. Все, узор закончен. Первый узор закончен вот так вот. Далее средняя часть мы провязываем по узору без изменений. 1 изнаночная, 3 лицевых и 1 изнаночная. Теперь опять второй узор, повтор первого, 1 к 1. Провязываем, значит, сейчас самостоятельно второй узор. Вот я с вами сейчас провязала, точно так же провязываем, потому что очень много времени будет. Все то же самое, повтор. Провяжем вторую половинку по узору, вернемся в начало ряда и будем вязать следующий. Пришли в начало ряда, следующий у нас пятый ряд узора. Вяжем первая лицевая, основной цвет. Далее 4 петли красным цветом обвиваем, подтягиваем здесь, чтобы сидела здесь не очень туго, но чтобы здесь свободно не гуляла, потому что будут потом растянутые некрасиво, чтобы плотно лежало вот это обвитие петель. Обвили первую, провязали, далее вторую обвили, провязали. Итак, 4 петли. Третья и 4. Далее по схеме у нас средние 2 петли лицевые провязываем. Основной цвет, 2 лицевые провязали. Опять 4 петли синим цветом обвиваем. Так, первую. Вторая, третья, 4. Провязываем, обвиваем и провязываем. Петельку сделали, набросили, провязали. Так, 4 петли обвили, провязали. Далее 1 лицевая. Все, узор закончен. Эта половинка закончена. Далее средняя часть, 5 петель мы провязываем по узору. Это 3-й раз мы провязываем по узору. 1 изнаночная, 3 лицевых и 1 изнаночная. Далее вторая половинка вяжется точно так же узор, как вязали в начале. Провязываем этот узор аналогично первому. Задние петли лицевыми провязываем. Приходим в начало ряда, довязываем сейчас 5-й ряд, встречаемся. Пришли в начало ряда, 6-й ряд узора. Теперь первые 2 петли мы сразу вяжем с наклоном влево. Теперь у нас будет вот здесь вот ромбик убавляться петли. Первую снимаю,
оставляю перед работой. Следующую петлю провязываю лицевой. И потом вот петлю, которая была перед работой. Поменяли местами, провязали. Далее, теперь у нас 3 петли, красное обвитие, с красным обвитием идет. 3 петли обвиваем красным цветом. Видите, нитка обрезана, я ее просто хоп и вытащила, и в итоге они у меня все ровненькие получаются, не запутываются. То есть, так, одну обвили, вторую и третью. Провязали 3 петли красным обвитием, средние. Теперь 2 петли провязываем лицевыми основным цветом. Провязали 1, 2. Теперь 3 петли синим обвиваем. Одна петля обвили, вторая и третья обвили, провязали. Так, 3 петли обвития сделали, провязали. Далее 2 петли у нас остается, меняем местами, провязываем с наклоном вправо. Первую петлю снимаю, оставляю за работой. Следующую, вторую я провязываю. И первую теперь обратно вернули, провязали. Далее средние 5 петель, 1 изнаночная. Теперь мы 3 ряда провязали по узору. В 4 ряду мы провязываем 1 накид, 3 петли вместе провязываем лицевой петлей и опять 1 накид. И 1 изнаночная. Все, через 3 ряда будем повторять. Теперь перешли вторая половина, провязываем точно так же, как вязали первую. По задней части возвращаемся в начало ряда. Это у нас 6-й ряд, заканчиваем. Пришли в начало ряда, 7-й ряд узора. Вяжем 1 петля лицевая, провязали основной цвет. Далее 2 петли с наклоном влево опять мы делаем. Первую опять я снимаю перед работой, вторую я провязываю и потом первую провязываем. Далее у нас остается 2 петли, обвиваем красным цветом. Одну обвили, провязали и вторую. Нить завели за работу. Следующие 2 петли лицевых провязываем. 1, 2. Далее 2 петли с синим цветом обвиваем. Одна и вторая. Обвили, провязали лицевой,
Нить за работу завели. Далее следующие 2 петли мы провязываем с наклоном вправо. Первую петлю я оставляю за работой, следующую петлю провязываю, потом провязываю оставленную петлю. Провязали вторую, теперь петлю, которая за работой, провязали. Как только начну что-то делать, обязательно кто-то сверлить начинает. Это ужас какой-то. Провязали. Так, и что у нас здесь осталось? Одна петля. Провязываем лицевой. Точно так же, как в начале ряда было симметрично. Все. 12 петель узора мы закончили. Продолжаем. Вяжем далее. Теперь средние 5 петель мы провязываем по узору. 3 раза мы будем вязать по узору, а потом у нас 3 петли вместе и по накиду сбоку. 1 изнаночная, 3 петли лицевых, накиды тоже лицевыми провязываем, опять 1 изнаночная у нас. Провязали. Так, что у нас здесь вот получается? Вот так вот получается. Теперь вторую половинку провязываем точно так же, как мы вязали узор в начале. По изнаночной, по задней стороне возвращаемся в начало ряда. Это у нас 7-й ряд, напомню. Пришли на начало ряда, 8-й ряд узора. Продолжаем, вяжем согласно схеме. Первые 2 петли у нас лицевые, провязываем 1, 2, провязали. Далее 2 петли с наклоном влево провязываем. Первую сняла, оставила перед работой, следующую петлю провязала лицевой и опять провязала петлю, которую мы оставили перед работой. Далее осталась здесь 1 петля, красным цветом обвиваем, красным цветом обвили, провязали. Средние 2 петли у нас идут лицевые, провязали 2 лицевыми. Теперь 1 петля синим обвиваю, провязываю. Симметрично повтор здесь. Подтянули нить, за работу завели. Теперь далее 2 петли с наклоном вправо. Первую петлю оставляю за работой, вторую провязываю, и оставленную петлю провязываем. Так что у нас здесь 2 лицевых в конце. Все, 12 петель узора мы провязали. Далее средняя часть 5 петель провязываем по узору без изменений. Это у нас 2-й ряд получается. Здесь 1 изнаночная, 3 петли лицевых провязали и 1 изнаночная. Теперь перешли на вторую половинку, провязываем точно так же узор 2-й раз и по задней части возвращаемся в начало ряда. Это у нас 8-й ряд. Пришли в начало ряда, 9-й ряд узора, первые 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3 провязали. 2 петли с наклоном влево. Одну сняла перед работой, вторую провязала. Теперь снятую петлю провязываем. Две петли лицевые, вторая половина, 2 петли с наклоном вправо провязываем. Первую петлю снимаем за работой, следующую петлю провязали и оставленную петлю за работой снимаем, провязываем.
Далее осталось 3 петли, провязываем лицевыми. Все, 12 петель узора мы провязали. Далее у нас средняя часть, провязываем по узору, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. И опять у нас повтор узора с первой петли. Повторяем узор, по заду возвращаемся в начало ряда. Довязали 9 ряд, пришли в начало ряда, 10 ряд узора у нас теперь. Первые 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3 провязали. Теперь 2 петли с наклоном вправо теперь будем провязывать. Теперь будем расширять здесь. Значит, смотрите, первую петлю оставляем теперь за работой, провязываем следующую петлю, и потом оставленную петлю провязали. Поменяли местами, провязали с наклоном вправо. Теперь средние 2 петли лицевые провязали. Здесь теперь мы идем с наклоном влево. Первую сняла перед работой, 1 петлю провязала лицевой и вторую провязала лицевой, местами поменяли. Далее 3 петли осталось, провязываем лицевыми. Все, 12 петель узора мы провязали. 10 ряд у нас, средняя часть, 5 петель. Здесь у нас опять узор через 3 ряда меняется. 1 изнаночная, накид, 3 петли средних лицевых мы провязываем вместе 1 петлей, лицевой провязываю 3 петли вместе, провязала 1 накид и 1 изнаночная. Все, вторая половинка, провязываем узор точно так же, как мы вязали с правой стороны. Возвращаемся по задней части в начале ряда. В начало ряда это 10 ряд, довязываем. Лицевая сторона, 11 ряд узора, 2 петли провязываем лицевыми. Первая, вторая, лицевые. Далее 2 петли с наклоном вправо. Теперь первую снимаю, оставляю за работой. Следующую петлю провязываю. И оставленную петлю провязала. Далее 1 петлю теперь обвиваем. Я меняю цвета синим цветом. Вот здесь крест-накрест. Сейчас нити перебросим на задней части. Протянули синий цвет. Подтянули его здесь. 1 петлю обвили. Провязали, подтянули. Нить завели за работу. Нить перебросила здесь. Средние 2 петли лицевые. Точно так же здесь теперь 1 петлю красным цветом обвиваем. Вот здесь вот так перебросили. Провязали 1 петлю красным, обвили, провязали. Далее 2 петли с наклоном влево идут у нас теперь. Сняли перед работой, оставили. Вторую петлю провязали. И оставленную петлю провязали. Что у нас здесь остается? 2 лицевых петли провязываем лицевыми. Средние 5 петель мы провязываем по узору. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Далее повтор узора. Провязываем 12 петель с начала узора и возвращаемся в начало ряда. Это у нас 11 ряд, заканчиваем. Начало ряда, 12 ряд узора,
Первая петля, лицевой провязываем. Далее 2 петли меняем местами, провязываем с наклоном вправо. Первую назад, сзади оставили. Вторую провязали. Перенесли, вторую опять провязали. Все, сместили их с наклоном вправо. Теперь синим цветом провязываю 2 петли, обвитие петель. Была одна, теперь 2 обвиваем. Расширяем теперь. Делаем все то же самое, что внизу, только вот в зеркальном получается отражение мы делаем. Ну вот сейчас провяжу второй раз, а там уже пойдет у нас повтор самого первого ряда. Так, первую обвили, вторую обвили. Далее 2 петли лицевыми провязываем средние. Две петли красным обвиваем. Одна и вторая. Да что ты? Далее основной цвет, 2 петли меняем местами, провязываем с наклоном влево. Первую сняла, следующую провязала, потом снятую вот провязываем. И осталась одна лицевая, провязали лицевой. Средняя часть 5 петель мы провязываем по узору: 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, и вторую половинку у нас идет повтор узора, провязываем, возвращаемся лицевыми петлями по задней части в начало ряда. Пришли в начало ряда, 13 ряд узора. Сразу первые 2 петли меняем местами. Первую оставили за работой, вторую провязали, потом оставленную петлю провязываем. Все, местами поменяли, провязали лицевыми. Далее 3 петли идет у нас лицевые и обвитие петель синим цветом. Обвиваем 3 петли синим и провязываем 1, 2, 3. Средние 2 петли здесь лицевые основным цветом опять. Нить синюю за работу завели. 2 петли лицевые провязали. Теперь далее красный цвет, 3 петли обвиваем красным цветом, все то же самое. 1, 1, 2, 3 обвиваем. Так, обвили 3 петли, провязали. Далее осталось у нас 2 петли, меняем местами. Последний у нас наклон влево. Первую сняла, оставила перед работой, вторую провязала и следующую снятую опять провязали. Такая вот бабочка у нас получается, да? Далее средние 5 петель мы здесь провязываем по узору: 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Вторую половину провязываем узор точно так же, как мы вязали в начале, и возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда, 14 ряд узора. Первая петля у нас лицевая, провязали. Далее
4 петли, обвитие петель синим цветом делаем. 4 петли обвиваем синим. Одну обвили, провязали, точно так же вторую. Третью и четвертую. Подтянули, нить за работу завели, средние опять 2 петли у нас лицевые провязали. Теперь далее опять 4 петли, теперь красным цветом обвиваем 4 петли, точно так же, как мы обвивали здесь синим. Обвиваем 4 красным, провязываем. Обвили, провязали 4 петли, подтянули. И в конце у нас одна лицевая. Одну лицевую провязали. Теперь опять у нас здесь узор. 5 петель средних, 1 изнаночная, 1 накид, 3 петли вместе, лицевой. Через 3 ряда меняем узор. Накид сделали, 3 петли вместе, лицевой провязали, опять 1 накид и 1 изнаночная. Все, провязали. Теперь вторую половинку, повтор узора. По подошве возвращаемся в начало ряда. Это у нас 14 ряд. Пришли в начало ряда, 15 ряд узора, первая петля лицевая, далее 3 петли синим цветом обвиваем, 1, 2, 3 провязываем, вторая, третья. Далее 2 петли с наклоном вправо. Первую петлю оставляю, сбрасываю за работой, следующую провязываю. И провязываю петлю, которая была за работой у меня. Все, поменяли местами, провязали. Теперь далее 2 петли сразу с наклоном влево. Первую сняли, оставили перед работой, 1 петлю провязала лицевой, и теперь вторую петлю также провязываем. Далее 3 петли красным обвили, один, вторая петля и третья. Провязали, и 1 петля остается у нас, провязываем ее лицевой основным цветом. Средние 5 петель провязываем по узору, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, и повтор узора у нас идет. Левую половину опять повторяем узор. По подошве возвращаемся в начало ряда. Это у нас 15 ряд.
Пришли в начало ряда, 16 ряд узора. Первая петля у нас лицевая. Далее 2 петли синим цветом обвиваем и провязываем. Одна и вторая. Две петли лицевых. Меняем местами. Так, 2 синим провязали. Теперь опять у нас наклон вправо. Снимаю одну петлю, оставляю за работой, одну петлю провязываю. Далее снятую петлю опять на спицу вернули и провязали лицевую опять. Далее 2 петли лицевых. Теперь опять петли меняем местами. Наклон влево, 2 петли. Одну перед работой оставила, одну провязала лицевой. Теперь оставленную петлю провязали. Все вот так вот. Теперь 2 петли красным обвиваем. 2 петли обвили красным и провязали. Одну петлю обвили, провязали. Подтянула и вторую. Подтянули. Нить за работу завели, так что у нас здесь остается одна лицевая петля. Остается, провязываем лицевой, средние 5 петель. Провязываем изнаночная по узору, 3 лицевых и 1 изнаночная. Так, вторая половинка, опять все то же самое мы провязываем, повторяем узор по подошве, возвращаемся в начало ряда. Это у нас 16 ряд, 17 ряд узора, лицевая сторона, первая петля у нас лицевой провязали. Теперь 1 петля обвиваем синим цветом. Провязали. Это у нас последний ряд узора, да? Последний. Ага. Нить завели. Теперь опять 2 петли с наклоном вправо. Одну петлю сняла за работой. Или просто сбрасывать. Если оно у вас не распускается, можете просто сбрасывать. Вторую провязали. Теперь вот эту вот петлю опять провязали. Все, подтянула здесь. Теперь что у нас здесь? 4 петли лицевых провязываем. 1, 2, 3, 4. Теперь опять с наклоном влево первую сняли, одну провязали, и вторую опять провязали. 1 петля красным обвили последнюю. Нить завели и 1 лицевая осталась. Провязываем лицевой. Средние 5 петель мы вяжем по узору. То у нас здесь 3-й ряд получается. Мы через 3 ряда здесь узор меняем. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Провязали, 1 изнаночная. Так,
Вторую половинку провязываем точно так же, как первую. И возвращаемся в начало ряда. Вот красота какая. Провязали 17 ряд. Я сказала, что это последний ряд. Нет, вот еще один ряд будет. Я не дорисовала еще один ряд. Закончить нужно. Последний ряд сейчас вяжем. Первую петлю провязываю лицевой. Теперь вот эти вот последние 2 петельки опять мы меняем местами. Первую за работой оставила, провязала одну и вторую перебросила, провязала. Так, теперь средние провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. Теперь опять меняем местами. Первую сняла, перед работой оставила, вторую провязала. Все провязали. И последняя у нас лицевая. 12 петель узора провязали, все полностью закрыли. Теперь середина. Это у нас узор здесь меняется. Первая изнаночная, далее накид, 3 петли вместе провязываем лицевой, накид и изнаночная провязываем. Изнаночная, накид и изнаночная провязали. Теперь заканчиваем вот эту вот вторую половину точно так же, как мы первую провязали, и по подошве лицевыми петлями возвращаемся. Все, провязали, закончили, пришли в начало ряда. Теперь у нас будет повтор самого первого ряда. Я вот провяжу еще раз полностью вот этот вот узор. Получилось сколько? 18 рядов, да? И все. И далее уже буду делать разъем. Значит, сейчас, что у нас было в первом ряду, сейчас я эту свою рабочую схему на чистовую перерисую, чтобы было более понятно. Потом я ее размещу уже в шапке профиля. Значит, первый ряд. Опять у нас повтор идет с первого ряда. Давайте я вот начну первый ряд. Все повторяем. Что у нас здесь идет? Первая лицевая. Далее у нас идет по схеме 2 петли с наклоном влево мы вязали. Вот первую снимаем впереди, вторую провязываем, снятую петлю провязали. Так, далее у нас 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. И теперь что у нас далее? 2 петли с наклоном вправо. У нас сейчас здесь образуется вот такой вот 1, 2, 3, 4 ромбик. Первую петлю оставляю за работой, провязала следующую, так, провязали обе эти петли. Я первый ряд уже начала повторять, все, поменяли их местами. Далее у нас идет 1 лицевая, 1 изнаночная. Здесь мы вяжем по узору. Через каждые 3 ряда уже меняем здесь узор, как он будет у вас складываться. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. И далее опять повтор. И все. И все. И дальше второй ряд. Опять мы все сдвигаем, сдвигаем, сдвигаем. Потом расширяем, расширяем, повтор с первого. Еще 5 раз как повторю. Все. Девочки, значит, сейчас я довяжу второй раз этот же узор. Опять провяжу.
К вам вернусь, там уже дальше все просто. Вяжем, довяжем до разъема, встретимся. Закончила вязать мыс, провязала 2 раза узор. Последний ряд вот я закончила, пришла в начало ряда. Теперь сейчас я буду вязать полотно до пятки платочной вязкой. Закрою средние 7 петель. Вот они, средние 7 петель я закрою. Если размер 40, закрыть 5, и у меня останется 51 петля, оставить тогда 53 петли. Или если хотите, чтобы повыше был следок, поглубже, то есть тогда тоже можно оставить 53 петли. Еще раз замеряю. Так, что у меня здесь? 12,5, да? До 13 не доходит. А на манекене тогда было 13, но растянулся. Так, еще раз ширина, ну, почти 10. Теперь далее, значит, сейчас что я сделаю? Первые 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель провязала лицевыми. Средние 7 петель закрываю. Так, петлю провязываю и протягиваю через предыдущую. Провязала и протянула через предыдущую петлю. Вот так вот я закрываю. Закрыли. Значит, так, 2, 4, 6, 8, 10, 11 на этой осталось. 2, 4, 6, 8, 10 и 11 петель на этой. Все, далее продолжаю вязать все лицевыми петлями. И по лицевой, и по изнаночной стороне все вяжу лицевыми. Значит, провязываем до конца ряда все петли лицевыми. Довязываю ряд до конца. Кромочную я здесь провязываю изнаночной. Все, довязала. Развернулись на изнаночную сторону. И опять первую снимаем. Оставшиеся все петли я провязываю лицевыми. И кромочную провязываю изнаночной. Так я буду вязать длину до самой пятки. Значит, здесь все понятно. Все без изменений. Все вяжем лицевыми. Сильно петли не растягивайте, чтобы было плотно. Так вот получается. Что я провяжу? Всего вот у меня до начала пятой, если считать вот по этим изнаночным дорожкам, одна изнаночная дорожка это 2 лицевых ряда, получается 21 у меня изнаночная дорожка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 вот здесь вот 16 ряда, да, 16 ряда я начала вязать контрастным цветом. Можно и раньше это сделать, можно и позже, это уже по вашему усмотрению. Значит, всего до пятки я сейчас провяжу 21 полный ряд, к вам вернусь и будем вязать пятку. Вот так вот. Провязала я длину до пятки, далее сейчас буду вязать пятку, значит, в ширину полотно в сантиметрах у меня 17, да, 17 с половиной, она растягивается, это все почти 18. Боковая часть от разъема до пятки в сантиметрах, давайте замеряю еще. Восемь с половиной и до мыса 22, растянули 24. Теперь далее пятку я буду вязать на средних 13 петлях. Боковые петли до начала пятки я провязала лицевыми. Теперь также платочной вязкой я буду продолжать вязать пятку. Провязываю сейчас 13 петель и боковые крайние петли буду соединять по 2 вместе. 1, 2, 3, провязываем все петли. Довязала до последней петли, последнюю петлю и петлю с боковой спицы я провязываю 2 вместе, соединила,
Можно лицевой, можно изнаночной петлей. Соединяю лицевой, нить перевожу наперед, вот так вот. Перекрывает она у меня, и получается выглядит как изнаночная. Первую снимаю, опять все провязываю до последней, и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы по изнаночной стороне. 2 вместе провязываю лицевой петлей. Так, последняя. И петля с боковой спицы 2 вместе соединили, провязали. Значит, так, сейчас я буду вязать все петли пятки, соединять до последней петли, пока не закончатся все петли на боковой спице. В конце вязания можно по ширине пятки по одной петле убавить для лучшей посадки на ногу. Первую снимаем, опять продолжаем, вяжем все лицевыми, и боковые петли с крайней кромочной соединяем. Довяжем пятку до конца, закроем петли, встретимся. Довязали пятку до конца, закрыли петли. Вверху я убавила, как я уже говорила, с боков по 2 петли. Значит, далее все закончили. Теперь вверх можно обвязать просто крючком. Я обвяжу. Вот такая вот у меня опять обвязка, как всегда. Сейчас по всему верху на 5 спиц я наберу петли синим цветом. Провяжу один ряд изнаночными. У меня будет 60 петель, 60 по верху. Далее перейду на основной цвет. Провяжу 13 рядов основным цветом. И прикрепим это все к слитку. Спицы номер 2 и 5 полностью 13 рядов на спицах номер 2 и 5 отвяжу. Можно набирать спицы, можно крючком. Ввела крючок по 2 дужки, захватила ниточку, набрала петли. Здесь точно так же впереди по 2 дужки вводим, набираем петли, 1 ряд изнаночными и 13 рядов я провязала лицевыми, все по кругу. Набираем петли, провязываем. Провязала высоту 13 рядов лицевой гладью по кругу, лицевыми петлями по кругу. Последний ряд я провязала синим цветом. Сейчас буду монтировать. Здесь у меня проходит синий ряд, поэтому, чтобы не просвечивало с этой стороны, провязала последний раз синим в сантиметрах 3,5 сантиметра. Теперь я выворачиваю на изнаночную сторону. Можно не выворачивая прикреплять. Ну, мне так удобнее. Так, изнаночная сторона. Вот у нас вперед такой по изнанке. Все это аккуратненько разравниваем. Отворот разровняли, чтобы все было ровно, чтобы ничего не перекосило. Вот что у меня осталось. У меня было 100 грамм основная пряжа. Вот столько осталось. Третья часть мотка не взвешивала. Ну, вот так вот. Теперь снимаю одну петлю со спицы, сняла. Далее петля в петлю здесь буду соединять. Первая петля, вот она, здесь синий цвет проходит. Первый наборочный ряд был у нас поперечные вот петельки. Вот и к ним я буду подсоединять. 2 петли этих соединила вместе, подтянула. Далее все то же самое. Одну петлю со спицы сняла, одну петлю подхватила. Так, где она здесь? Вот она под кромкой сразу проходит. Поперечная, изнаночная петля. И подсоединила. Итак, по одной соединю все петли. Сильно туго не затягивайте, чтобы свободно можно было потом на ногу надевать, одевать. Подхватили, раз протянула, второй раз протянула. Все, сейчас прикрепим, и сегодня у меня на этом все.
нитка разъединилась здесь, поэтому немножко терпения. Все, по одной прикрепим, закончим верх, а я с вами буду на этом прощаться. Всем спасибо за просмотры, за оставленные лайки, комментарии, подписки. Всем хорошего дня. Пока-пока, до новых встреч.